Мне было абсолютно неинтересно с людьми, людей невозможно было контролировать. Откуда у тебя желание все контролировать? Натура такая. Могу предположить, что ты мультимиллионер. Действительно, начал я программистом, и после первого курса я уехал в Нью-Йорк. Жизнь разделилась на до и после. Да, действительно, это была другая планета. Я приехал туда, и я не знал, как зайти и купить пиццу. Я пиццу в глаза не видел. Я верю в то, что надо фундаментально готовиться к интервью. И конкуренция с такими компаниями, как Google, Facebook, Apple, они просто пылесосят людей. Простой пример я возьму. Я не знаю, я наеду на ринг или нет. Большинство инженеров, которые у нас работают, когда они уходят, чтобы они уходили не просто на другую работу или, не дай бог, аутсорсинг-компанию, а чтобы они создавали свои компании. Друзья, добрый день. Мы рады продолжать серию выпусков об самых ярких IT-продуктовых компаниях в Украине. Зачем мы это делаем? Чтобы показать всем, что в Украине реально создавать многомиллионные классные бизнесы. И сегодня нам это докажет и расскажет Андрей Аксельрод, человек-легенда, CTO, то есть директором по технологии нашумевшей компании People.ai. Компания, которая существует всего 5 лет, но уже оценивается в $500 миллиарда и собрала инвестиции свыше $100 миллионов наличными от самых крутых венчурных фондов мира. Андрей, добрый день. Добрый день, Дима. Спасибо за приглашение. Очень рад быть здесь. Я так понимаю, что аккурат как в марте случилась вся эта история с карантином и пандемией, то есть ты не был в Украине, ты вот застрял в каком-то смысле в Сан-Франциско. Сказать, что застрял, я не знаю. Я на самом деле живу в Сан-Франциско. Вот. Поэтому я как бы застрял дома. Но да, начиная со второй половины марта у нас в компании практически никто не путешествует с точки зрения бизнеса. И в Украине я уже не был, 6, 7, 8 месяцев. Вот. Но должен сказать, что я успел съездить прямо перед коронавирусом. Угу. Продолжая тему, вопрос, как в целом повлияла вот вся эта история с пандемией на, в частности, на работу киевского офиса? Глобально изменений достаточно много. Мы, как компания, на самом деле закрыли все офисы по всему миру. У нас офисы в Сан-Франциско, headquarters, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, у нас был Лондон, Торонто и Киев. Все офисы были закрыты, кроме киевского. Все перешли на remote work, и, оказывается, это работает, и работает достаточно неплохо. Из сложностей, которые происходят, у нас сначала появился такой всплеск продуктивности. Точно. Но сейчас то, что я вижу, оно не настолько позитивно, скажем так, потому что народ начинает уставать. Мы такие social creatures, да, то есть мы привыкли к тому, чтобы общаться с другими людьми, и вдруг этого не стало, или вдруг это уменьшилось намного сильнее, вдруг нет вот этого social общения в офисе. Это на самом деле давит на людей. И это чувствуется какая-то усталость в какой-то степени из-за того, что происходит. Собственно, разберемся и для наших зрителей с продуктом People.ai. У меня 3 слова. То есть People.ai улучшает продажи корпораций. Классно. Добавить нечего. Действительно, Дим, я не шучу. Это то, что мы делаем. Мы оптимизируем и даем возможность маркетинг и сейлс командам, то, что называется go-to-market, командам работать лучше и эффективнее. Приносить больше прибыли своим компаниям. Прикольную фразу слышал о том, что когда компания попробовала People.ai, это как стимулятор для сердца, да, потом уже от него отказаться сложно. Ну вот, а на сколько процентов вот реально этот стимулятор помогает? Вот интересно. Очень реально достичь 20-30% прироста при полной adoption нашего софтвера. Круто. Дальше я увидел 3 уровня, скажем, добавления ценности, да, со стороны People.ai. То есть первый уровень — это
то, что всем людям и sales, и маркетинг, и client service, имеется в виду все люди, которые коммуницируют с клиентом, если они работают в традиционных CRM-ках, нужно вносить вот эти вручную, то есть позвонил, внес информацию, базу и все остальное. И это занимает, с одной стороны, 20-30% времени каждого человека, а с другой стороны, учитывая, что это очень скучно, по факту все равно вся информация не вносится. По факту 50% информации компания не владеет, и в итоге решение, которое компания принимает, это как бы, условно говоря, как орел и решка. Ну, то есть 50-50 в итоге. Как PeopleEye это решает? Ну, смотри, я дам очень простой пример, вот, который, на самом деле, который очень показателен. Например, ты как salesperson, который продает какую-то компанию, да, значит, делаешь инвайт в календаре для какого-то митинга с каким-то рядом людей, которым ты пытаешься продать в какой-то компании, да? Вот. И даже если ты 7 пядей во лбу и вводишь всю эту информацию потом в CRM, вот, то, допустим, клиент идет и в последнюю минуту, допустим, добавляет ряд людей на своей стороне. Ты просто даже не можешь заметить это дело, да, иногда. Вот. Да, после митинга ты сообразишь, ага, значит, надо посмотреть, кого я вводил, кого я не вводил, кто у нас есть, кто у нас нету. Реально никто этого не делает. Если посмотреть на разные тактики с точки зрения о том, как ты продаешь, то есть вот один из ярких примеров тоже это то, что называется ABM, Account-Based Marketing. Вот. То есть sales пытаются как бы атаковать людей, как бы one by one находить с кем поговорить. И как поговорить? При этом идет поддержка от маркетинга, которая, понимая, кто есть кто в процессе продажи, поддерживает различными имейлами, подкидывая white papers, подкидывая, в общем, разные вещи, да? Теперь, если у тебя нету контактов в CRM, ABM ты просто не можешь делать. Чтобы понять, о чем речь, я думаю, что не все будут знакомы с тем, как работает sales. Когда ты делаешь sales в большие компании, ты так или иначе ведешь общение, там, человек 200, как минимум, со стороны клиента. Это достаточно огромное количество людей, которые так или иначе ты до них дотрагиваешься в процессе. Если ты не даешь маркетингу возможность amplify твой message, маркетинг становится очень неэффективным. Вот. И опять же, я привожу некоторые примеры того, где мы добавляем огромное количество value за счет того, что мы автоматизируем ввод этих данных, вот, и в процессе маркетинг становится очень-очень более эффективным. Во-первых, мы автоматизируем data entry, и на это не надо тратить денег, да. Когда у тебя есть данные, ты можешь, surprise, делать правильные решения на основе этих данных, а не flip of a coin, как оно очень часто происходит. И плюс мы даем guidance sales менеджерам и sales reps о том, что нужно сделать внутри их deals, чтобы оптимизировать их работу, чтобы ускорить закрытие этих дилов и их не потерять. Для меня магия в том, как вы это делаете. Оно очень хорошо работает, кстати, для нас. Мы используем свой собственный софтвер, и у нас было достаточно много кейсов, когда люди, которые нас покупали в каких-то компаниях, переходили куда-то еще и покупали нас снова. Вот. И это происходит раз за разом. И на самом деле, когда мы говорим про sales и маркетинг, там очень много ambition у людей. Вот. И у компании есть деньги тратить на top-line. Да? То есть sales-компания – это top-line, и надо инвестировать, чтобы что-то получить назад. Вот. И с этой точки зрения это как бы достаточно такая благодатная почва. Вот. И люди, с которыми мы работаем, мы действительно делаем из них таких heroes, потому что они приходят в компанию, они имплементируют PeopleEye, и в результате они получают promotions, у них карьера идет как бы лучше, потому что они пришли и достаточно magically вдруг подняли sales на 20-30%. Какой максимальный челлендж для PeopleEye с технологической точки зрения? С технологической точки зрения, я бы сказал, это качество данных. Вот, то есть данными, с которыми мы работаем, это то, что называется semi-structured. То есть частично они структурированы, частично они не структурированы. Да? То есть если мы посмотрим на email, очень простой пример.
то мы знаем, там, имейл пришло от такого-то человека к такому-то человеку, вот такие вот имейлы. Это структурированные данные. Когда мы смотрим на сам имейл, да, там нету структуры. Вот, там это не структурированные данные. Вот. И, например, мы делаем такие вещи, да, как берем, парсим signatures из имейлов, да, то есть вот, например, написано Дима Овчаренко, там CEO такой-то компании, да, и мы знаем, что когда пришла, если мы видим этот имейл у себя в нетворке, мы знаем, Дима точно там сейчас гарантированно, вне зависимости от того, что у него написано в LinkedIn. Вот. Потому что это как бы корректная up-to-date информация. Вот в этом заключается челлендж, когда мы берем активности, которые люди делают, которые semi-structured, и преобразовываем их по ходу дела в actionable insights, в советы, которые по конкретным делам, что нужно сделать. Этот процесс, он не тривиален. У нас порядка 80 патентов зарегистрировано вокруг этого процесса. И мы продолжаем их дальше регистрировать. Весь этот процесс, он непростой. Ты родился в Днепре. Дальше читал много твоих интервью, и они звучат так, что, условно говоря, до твоего первого свидания с 286-м компьютером, ну, как бы особо чего-то слишком яркого ты бы там, ну, не очень вспоминаешь. Вот тебя, как бы, жизнь разделилась на до и после. Ну, наверное, есть немного этого. С точки зрения каких-то ярких впечатлений, я обычно говорю про профессиональную деятельность, поэтому я как бы упоминаю про этот момент, про это, как ты говоришь, свидание с AT-286, да. Это такой яркий момент, который, наверное, influenced мою всю последующую жизнь, и это действительно, ну, как бы интересно. Кроме этого, ты заинтересовался, как там изнутри это все работает. То есть ты начал интересоваться языком C, да, Norton Commander и так далее. То есть ты начал, скажем, и с другой стороны погружаться, да, в историю. История какая? Когда я видел компьютер этот на столе, он был выключен. И меня поразил цвет монитора, который был он был другим, он отличался от цвета телевизора, который у меня был дома. И это был тот момент, когда я сказал, а что это он отличается? Вот. И дальше мне стало интересно что-то делать с этим компьютером. Просто играть на рабочем компьютере я не мог. Я после этого пошел и купил книжку по Norton Commander и ее прочитал. И мне было очень интересно, стало очень интересно, как все это работает. И, собственно говоря, это дало толчок всей моей карьере. Все это было в школе, когда я еще начал экспериментировать с компьютерами. Все-таки какой-то интерес вокруг игр у меня тоже был в это время. И я начал их взламывать, на самом деле, чтобы играться. У каких-то игр была защита. Чтобы их взламывать, надо было углубляться. Мне был C нужен, мне был нужен assembler language. Это за собой повлекло как бы дальнейшее мое развитие в этом плане. Мне было абсолютно интересно с людьми. Людей невозможно было контролировать, они какие-то непонятные. Компьютеры были понятные, им можно говорить, что делать, а они будут это делать. Поэтому я поступил в БГУ. Это был типа экономической информатики на тот момент. На первом курсе у меня был преподаватель Олег Маркович Певзнер, который нас заставил на первом курсе делать очень продвинутое C-программирование. На тот момент это были программы, которые называются TSR, Terminating State Resident. Для DOS, он не мультизадачная операционная система, это была симуляция мультизадачности под DOS. Вот, и это было достаточно серьезно. Вот, и после первого курса я уехал в Нью-Йорк. Дальше я прокомментирую вот эту часть, которую ты говоришь, что тебе в тот момент было интересно с компьютерами. Вот есть цитата с твоего интервью, она уже касается, конечно, этапа, как ты работал в Runtime Technologies, да, то есть в первом рабочем месте. Цитата следующая, да, что я приходил на работу, сидел в уголке за компьютером. Мне совершенно не нравилось разговаривать с людьми, мне нравилось разговаривать с компьютерами. Люди такие непонятные, а компьютеры тебя всегда слушаются, они у тебя полностью под контролем. Слушай, откуда у тебя желание все контролировать? Мне интересно.
Да, хороший вопрос. Ам, э, я даже не знаю, как на него ответить, натура такая бредная. Ну, а в менеджменте это тоже проявляется? То есть это больше ты о микроменеджменте? Микроменеджмент — это не менеджмент. Мгм. Микроменеджмент — это когда ты считаешь, что ты можешь сделать лучше, чем другие, и начинаешь очень активно контролировать, что происходит внутри. Задача менеджера — это же, знаешь, вот мне не нравится слово менеджер, мне нравится слово лидер намного больше, чем мне нравится слово менеджер. Основная задача лидера — это растить других лидеров. Моя основная задача — это не контролировать то, что делают люди, а растить лидеров. Мгм. Вот. И когда ты растишь лидеров, ты даешь людям возможность в какой-то мере делать свои собственные ошибки. И это тоже важно, делать свои собственные ошибки и учиться на них. Но ты даешь им возможность расти, и ты даешь им возможность понимать, что нужно и куда нужно идти. И это гораздо важнее, и результат получается гораздо лучше любого микроменеджмента. Люди не уходят из компаний, люди уходят от плохих менеджеров, Точно. как правило. И вот микроменеджеры, они плохие менеджеры. Ты закончил первый курс и, в общем-то, ну, это прозвучит просто, но мы сейчас расскажем о том, насколько это было сложно, но ты как бы перевелся в Бруклинский колледж, да? І от тут коментарій на Доу. Як стати успішним? Та ви спочатку, якщо ви вже радите, починаєте з того, що треба, щоб поїхати в Нью-Йорк до дідуся з бабусею, які оплатять навчання в американському коледжі. Расскажи, как у тебя так сложилось? Ну, интересно, что неожиданно, как бы у тебя родственники уже в штат были на тот момент. Ну, скажу так. Значит, во-первых, мне очень нравится комментарий на Доу. Это прямо, как это сказать, нескончаемый источник такое удовольствия и loves. Вот. С точки зрения того, что как бы я действительно делал, у нас как бы, ну, были какие-то небольшие сбережения на тот момент, когда я это сделал. Родители сказали: так, Андрей, вот тебе пару тысяч долларов, давай. Вот. Да, я действительно, у меня были бабушка с дедушкой там. Они были абсолютно не в том положении, чтобы платить за какое-либо образование или что-либо еще. И это мне дало возможность просто приехать, да, и какое-то время как бы пожить с ними, быть у них, чтобы просто адаптироваться к тому, что происходит. Вот, за обучение я платил сам. Первоначально вот у меня были какие-то деньги, и это было не так дорого. Бруклин колледж, да, то есть это не Ivy League School, в который я пошел, который там 50-60 тысяч в год стоит, да. Вот. Но в Бруклин колледже была хорошая computer science школа, он считался очень хорошей с этой точки зрения. Вот. И обучение стоило, ну так, чтобы не соврать, уже не помню, ну пару тысяч в семестр. Вот. И я пошел, начал учиться. Я сначала учился full-time, подрабатывал part-time. Потом я просто переключился. Я стал работать full-time и подрабатывать part-time. Наоборот. Учиться part-time, подрабатывать full-time. Работать full-time. Понятно. Вот, да. И таким образом я платил за свое обучение. У меня получилось практически не брать заемов по ходу дела, то есть я не одалживал деньги. У меня было пару моментов, когда становилось тяжело. Я одалживал немножко денег, но я их сразу отдавал как можно быстро, как только я мог. Очень частая ситуация в Штатах, когда ты graduate, заканчиваешь, и у тебя огромный студенческий долг, который может быть сотни тысяч долларов. Причем в Штатах есть такая особенность, если даже ты объявляешь банкротство, студенческий долг ты списать не можешь. Это очень интересная особенность. Он с тобой всю жизнь остается. И если подумать, очень многие люди начинают свою карьеру, таща за собой вот эти вот несколько сот тысяч долга. Скажи по поводу колледжа, потому что для меня, я представляю, это какой был год? Это 94-й, 96-й, какой-то, 4-й, по-моему, да? 90... Ну, что-то такое, 95-й, 96-й, я хочу.
Да, то есть я просто представляю, когда ты переехал из реальности в Днепре, да, условно говоря, еще такой пост-совдеповской реальности, и теперь ты в Нью-Йорке, да, ну, это не соврать, это как на другую планету, ты просто ну, переместился. Что было самым сложным в этом? Это кажется очень странным сейчас, потому что люди сейчас очень много путешествуют с раннего возраста у нас. У нас у всех в Украине виза в Европу. Когда в 96-м году, когда я летел в Штаты, это был мой первый полет в моей жизни. Я не летал на самолете до этого. Да, действительно, это была другая планета. Да, действительно, я приехал туда, и я не знал базовых вещей. Как зайти и купить пиццу? Я пиццу в глаза не видел в этот момент. Мне было 18 лет. Ну, о чем мы думаем в 18 лет? У нас никаких забот в 18 лет нету, на самом деле, реальных. Вот, поэтому с этой точки зрения, чем ты моложе, тем тебе легче адаптироваться. Скажи по поводу английского, да, то, что я из твоих интервью изучил, что с одной стороны у тебя были такие теоретические или там пассивное знание английского хорошее, но, скажем так, разговаривать было сложнее, а то, чтобы ты сказал, когда я начал слышать, то есть я услышал, я начал понимать там по телефону, что говорят на английском, это, во-первых, произошло в один момент, но самое главное, что это произошло через 2 года. Или я ошибаюсь? Когда я поступал в ДГУ, один из экзаменов был английский. Вот, поэтому английский я учил достаточно глубоко, но это не был разговорным английским, это был TOEFL. Уровень английского образования в школе, он очень понятный, он абсолютно базовый. По крайней мере, был на тот момент, и, собственно говоря, пользы от него было 0. Приехавший сюда, я как бы читать, писать могу, более-менее, и это было достаточно просто. Понимать разговорный язык, никогда не разговаривавший ни с кем, никогда не слышав его на самом деле, было достаточно тяжело. И это действительно заняло, то есть ты как бы просишь говорить людей медленнее, да, и на тебя смотрят как на идиота. Вот. Но на самом деле, что было хорошо, что я приехал в Нью-Йорк, и Нью-Йорк считается такой melting pot, да, то есть там все, что угодно, все, кто угодно. Вот. И это, конечно, помогало, это город эмигрантов однозначно, вот, и народ, ну, как бы понимает, что к чему, когда видит, когда видит уровень английского. И на самом деле все как бы доброжелательно, как бы абсолютно нормально на это реагировали. Сложнее всего было говорить по телефону. По телефону ты не видишь собеседника. Я не помню, это было 2 года, может, 1,5 года, что-то такое. Вот. Но у меня был такой момент, когда я вдруг понял, разговаривая по телефону, что я абсолютно понимаю, что мне говорят. И мне не надо просить замедлять речь, мне не надо, как бы я просто понимаю. И это было очень классно. 11 лет, да, работал в компании, которую мы уже упоминали, Runtime Technologies. И ее условно можно разделить на 2 части. То есть первая часть, когда ты занимался, скажем так, был программистом, да, и поднялся максимально высоко, то есть получил позицию Software Architect, да. И вторая часть, это было лет 7-8, я так понимаю. И вторая часть из этих 11, 2-3 года, это когда ты стал менеджером. И здесь у меня следующий вопрос, что касается менеджера. Я также прочитал в твоем интервью, что вот буквально следующее. Когда ты программист, да, и молодое поколение может посидеть ночь и выучить что-то новое за ночь. А у меня жена, дети, я уже так не могу. Что делать? Правильно, иду в менеджеры. Ну окей, последнюю фразу я сам добавил. Этого не было. Но идея об этом. Расскажи вот эти твои, ну скажем, мысли. Пока я был студентом, я так учился. Я там днем учился там что-то еще, потом я немножко работал, а потом я мог сидеть всю ночь и там что-нибудь изучать. И я вот захожу головой в компьютер и как бы и все. И я завис на ночь. К утру я вспоминаю, что надо, наверное, немножко поспать. 1-2 спишь, утром просыпаешься, как ни в чем не бывало. Когда тебе 20 лет, это работает. Вот. Но действительно, начал я программистом, программировал долгое время, я был достаточно хорошим программистом тогда. Вот. И мне больше как бы особо ничего не интересовало. Меня интересовал вот компьютер, я его контролирую, я получаю immediate результат. Вот. И
И это такое чувство, когда ты вот что-то делаешь, а потом ты видишь, когда люди используют то, что ты только что сделал. В то время у меня действительно было понимание в голове, что чтобы развивать свою карьеру и чтобы иметь возможность двигаться дальше, мне нужно будет передвинуться в менеджмент. Это был очень тяжелый для меня переход у меня в голове, потому что я понимал, что у меня есть работа в руках, которую я делаю очень хорошо, которая мне приносит достаточно много денег, которая никуда не уйдет. Вот она. Я знаю, я могу выйти там, я не знаю, в Манхэттене поднять руку, да, и меня будет там 3 оффера в течение 5 минут. Я еще помню, я летел в самолете из Киева в Нью-Йорк, и вот у меня задача была на этот полет вот пройти всю эту цепочку мышления и себе сказать, что Андрей, ты себя должен попробовать в менеджменте. Вот. И еще как бы я понимал, что если я ухожу на какое-то время из активной разработки в менеджмент, то я начинаю терять те свои skills, которые я наработал, которые up-to-date. Вот. И чем больше я в менеджменте, тем больше я как бы теряю этих skills. И это то, что было страшно. На данный момент, мне кажется, это не обязательно. Если ты просто очень классный инженер, ты можешь продвигаться как инженер, как технический лидер, я бы сказал так. Не лидер, который менеджит людей, а как технический лидер, и ты можешь дойти достаточно высоко. Андрей, дальше после Runtime Technologies была компания SpaFinder. Но чем мне интересна эта вся история, конечно, это то, что то собеседование, на которое ты проходил, это совершенно выдающееся собеседование. И я сейчас тебя спрошу там детально о нем рассказать. Я считаю, мне очень повезло в Runtime. И это будет звучать странно. Я скажу так. Мне повезло, что у компании было очень много проблем под конец. Вот. И это звучит очень странно. Но в результате этих проблем у меня получилось сделать такой партнершип с человеком, который был chairman of the board и CEO Runtime на тот момент. И я стал заниматься, так как компания себя чувствовала не очень хорошо, начали уходить люди, были сложности с поддерживанием разных functions внутри компании. И мне это дало очень хороший exposure к тому, как работают разные отделы в компаниях, как оно функционирует внутри. И у меня был момент, когда я делал абсолютно все в компании, да, не просто занимался инжинирингом, занимался маркетингом, sales, customer support. Это мне дало такой огромный толчок, мы это называли с ним как мини-MBA. Вот, и это на самом деле лучше любого MBA, когда у тебя есть возможность работать очень близко с кем-то, у кого очень много опыта, вот, и он тебя как бы направляет, дает правильный толчок под зад, вот, и ты при этом идешь, пытаешься это делать, и в процессе осознаешь, как на самом деле работают компании, как функционирует мир. Вот. После этого проблемы зашли достаточно глубоко. Уже какое-то время они не могли платить зарплату. И я все еще оставался там, потому что для меня этот опыт был важнее зарплаты. Потом я дошел до какого-то момента, когда я пришел к нему и говорю: Джем, я, конечно, все это понимаю, все это классно, но я нахожусь в достаточно глубокой достаточно проблематичной финансовой ситуации, персональной, семейной. Я больше не могу рисковать семьей. Я должен что-то делать по этому поводу. И это тот был момент, когда я ушел, и работа, которую я нашел, это была SpaFinder на тот момент. Я работал с рекрутером, и он меня отправил к CEO этой компании. Он сказал примерно так: они уже выбрали, кого они хотят взять на работу. Но он уговорил CEO со мной поговорить так или иначе. Я верю в то, что надо как бы фундаментально готовиться к интервью, надо делать research, и это надо делать и с точки зрения того, чтобы как бы выглядеть достаточно умно на интервью и не говорить глупости, да. Но с другой стороны, ты выбираешь работу для себя, тебе надо понять, или это то, что ты хочешь делать.
да, или это та компания, в которой ты хочешь работать, или это те люди, с которыми ты хочешь работать. Поэтому перед тем, как разговаривать с CEO, я на самом деле пошел и как бы изучил все, что я мог только изучить с технологической точки зрения. То есть я там тесты на сайт проранил, посмотрел, какие там security проблемы были, посмотрел performance сайта, где там вот такой вот, значит, у меня был распечатка всего этого дела. Ну, давно дело было, тогда еще распечатывали. С другой стороны, мне было интересно понять бизнес. Бизнес был нацелен на женскую половину населения, поэтому я обзвонил всех, кого я знал. Я создал survey для себя и начиная с того, знаешь ли ты такую компанию? А как ты ее знаешь? А почему ты? А что ты о ней думаешь? А хотела бы ты получить, значит, сертификат от Pathfinder? А что бы ты с ним сделал? Ну и так далее, и так далее. То есть я создал такой достаточно большой survey, чтобы понять, насколько бренд известен, какое отношение к бренду, желанный это бренд или нет. И, в общем, провел достаточно большое количество research. Хожу на интервью. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, перед тем, как он что-то говорит, я говорю, окей, я сделал research и выкладываю, значит, вот такую стопку бумаги на стол. Я говорю, вот, смотрите, значит, что я изучил. И я ему дал как бы полностью раскладку того, что мне было видно outside. То есть у меня не было, на тот момент я еще не участвовал в интервью внутри компании, да, то есть я только мог то, что я мог видеть снаружи. Значит, Ну, по сути, ты это интервью провел сам. Ну, то есть ты рассказывал и вопросы задавал, да? Я пришел и рассказал ему, что я думаю о его компании и что я считаю нужно делать раньше, в смысле, что я считаю нужно делать дальше, с инженеринг стороны и с неинженеринг стороны. Понятно, что я префейс это дело и сказал, слушай, я не знаю действительно, что происходит в компании. Я еще ни с кем не разговаривал. Но все, что можно было понять снаружи, вот. Он был настолько impressed этим делом, что они решили вместо того, чтобы брать того человека, которого они хотели уже, с которым они, по-моему, подписали уже оффер, они забрали этот оффер назад и дали его мне. Следующая веха это был SmartLink. На самом деле ты говорил, что уже будучи там устраиваясь по Pathfinder, у тебя уже там на бэкграунде были мысли, ну, естественно, пройдя такую школу в Runtime Technologies, да, у тебя были мысли, а не создать ли что-то свое. И, собственно, этим своим стал SmartLink, да. SmartLink я создал мой co-founder, это Jack Weldy, как сказал, операционный директор Runtime. Я помню хорошо, когда это произошло, то есть за 3 года до того, как был основан SmartLink, 3 года спустя Джек мне позвонил и говорит, я думаю основать свою собственную компанию, не хочешь ли ты как бы присоединиться? Вот. К тому времени я на самом деле, я был к этому готов, я этого тоже как бы так или иначе искал, мне было очень интересно, как работают стартапы, я очень много все это изучал, какие веяния происходят и что вообще происходит в мире. Вот. И когда позвонил Джек, да, и я сказал, окей, пошли, мы встретились с ним в кафешке в East Village, и таким образом был рожден SmartLink. Супер. Смотри, если, да, глубоко не погружаться в SmartLink, но сказать о таких ключевых результатах, фактически компания собрала больше там 63 миллиона долларов инвестиций, это такая well-funded, и при оценке приблизительно $250 миллиарда, да, на текущий момент. Мы не понимаем там твою долю, и я понимаю, что это конфиденциальная информация, вряд ли ты сейчас прям об этом поделишься, но могу предположить, что ты мультимиллионер в любом случае, так или иначе. Ну прям на бумаге так это точно. Особенно интересно, это твой переход в People AI. Ну, переход в контексте операционном, безусловно, имеется в виду, что ты по-прежнему собственник SmartLink, да, и ты advisor, то есть советник SmartLink, но ежедневно сейчас твои мысли заняты новым проектом, собственно, виновники торжества сегодняшнего, это People AI. Давай изменим немножко момент, я тебе расскажу, почему это произошло, вот изучаю все твои интервью, а ты просто скажешь, ну, вот я прав или нет, да? Ну, давай посмотрим. Да. Смотри, первое. Ну, во-первых, вы давно были знакомы с Олегом, да? Если ты, например, говоришь, что ты выздоравливающий интроверт,
да, то Олег яркий экстраверт, да, и то есть мне такое ощущение, что у вас вот прям какое-то такое, да, химия, дополнение друг друга. И даже когда ты делал первую инвестицию и свою единственную в PeopleAI еще в начале, я так понимаю, что ты скорее делал не в PeopleAI, ты делал конкретно в Олега. Вот, то есть неважно, то есть, чем он занимается, ну, то есть ты просто веришь и верил в Олега. Да, это действительно так пока что. Вот. И мне интересно, что будет дальше. Но на самом деле, действительно, когда я сделал инвестицию, это было в самом начале, компании еще не было. Был Олег, была идея. Вот. И огромное преимущество для меня было то, что мне не надо было делать due diligence. Да, то есть мне не надо было понимать, что делает компания, зачем она делает компания. То есть это чисто тот момент, когда любая early stage инвестиция такого плана в стартап, это ты либо веришь в человека и команду, либо нет. Дальше был 5-часовой ланч с Олегом, да, и вечером ты уже получил оффер и начал думать. И мне кажется, твои причины вот были следующие. Мне кажется, ты подсознательно, ну то есть создав технологическую, очень крутую компанию SmartLink, ну ты создал ее в Нью-Йорке. Мне кажется, несмотря на то, что ты не любишь, или по крайней мере не любил Сан-Франциско и больше любил Нью-Йорк, но все-таки где-то в глубине души ты бы хотел, ну, погрузиться в этот вайб, вот не просто приезжая там на питчи, а прям вот, ну прям погрузиться максимально глубоко. Это такая первая, с моей точки зрения, причина. Вторая. С точки зрения технологий, ну, я понимаю, смартлинга не было AI и не было machine learning, да, ну или в таком количестве. AI и machine learning, мне кажется, тебя зацепил. Вот возможность в эту сторону посмотреть. В общем, скажешь, так или нет. В-третьих, ты сам об этом говорил, что тебе было интересно, то есть приобретя какой-то опыт, как в компьютерной игре начать все сначала. Попробовать этот путь еще раз, да. Ну и последнее, что там уж скрывать, хоть ты и там, условно говоря, на бумаге мультимиллионер в смартлинге, но ты почувствовал, что компания, ну то есть если сейчас смартлинг это 250 миллионов долларов оценка, то PeopleAI это потенциально, ну там, мультимиллиардная компания. И если для CTO, ну в среднем это просто информация по долине, предлагают там, не знаю, от 2 до 5% долю, то если PeopleAI когда-то там продать, не знаю, за 5 миллиардов, то, ну там, условно говоря, 100 миллионов долларов на кону. Вот такие мои мысли. Комментируй, пожалуйста. Я бы сказал так, мыслей много. Я бы выделил из них основной момент. И основной момент это было именно то, что мне хотелось себя попробовать снова, посмотреть, как я это сделаю в early stage компании, и что я могу сделать, и насколько быстрее и лучше я это смогу сделать по сравнению с тем, что я сделал в смартлинге. То есть это раз. Во-вторых, в смартлинге я к тому времени был порядка 8 лет. Вот. И несмотря на то, что это как бы моя бэйби, вот, я думаю, что на самом деле пришел тот момент, когда мне интересно было сделать что-то еще. Вот. Естественно, очень помогло все остальное, о чем ты говорил, да? Олег, который просто, я считаю, он incredible founder. Он один из очень таких редких людей, которые как бы попадаются тебе по дороге. Идея компании и о том, куда она может прийти, когда мы вот с Олегом посидели на этот, провели время за этим ланчем, да, и стало понятно, что это a $1 billion company in the making. Но один из моментов, который надо учесть, компания на тот момент был 1 год, и это все-таки все еще очень-очень-очень ранняя стадия в жизни компании, да, то есть все равно там достаточно большое количество риска, и ты как бы you never know what's going to happen. Как ты видишь, не знаю, есть ли какие-то прогнозы, как изменятся продажи в мире через 10 лет? Ты знаешь, интересный вопрос. Мне кажется, более интересный вопрос, что не изменится. И мне кажется, он более правильный, когда мы смотрим in the future, когда мы смотрим в будущее. И я бы сказал так, что не изменится, это когда компания платит миллионы долларов за какой-то софтвер, они хотят видеть людей, которые тебе потом придут, будут его инсталлировать, будут его поддерживать, будут его развивать.
Поэтому будет ли какая-то автоматизация sales продолжаться? Конечно, будет. Но однозначно, что не поменяется. Люди хотят видеть других людей за продуктом, когда они тратят большое количество денег на подобного рода покупки. С другой стороны, все, что делается вручную, все, что любые как бы repetitive tasks, не знаю, как повторяющиеся вещи, да, они уйдут. Это то, с чем компьютеры справляются очень хорошо. И вот этого будет больше и больше. Компьютеры будут участвовать в нашей жизни и в sales. Больше и больше от них будут идти больше рекомендаций. Но вот этот вот core, когда ты хочешь увидеть человека за продуктом, останется. Ты нанимаешь параллельно и в Сан-Франциско, и в Украине. Вот какие ключевые различия? Потому что то, что мы ощущаем, там различия очень большие. В хайринг-процессе, я имею в виду. Процесс у нас одинаковый. Что здесь, что там, что интересно. Угу. Мы не делаем каких-либо скидок ни с одной, ни с другой стороны. Угу. У нас достаточно высокая бар того, кого мы берем к себе на работу. Где, я бы сказал, есть разница, это у нас разный менталитет, и это надо учитывать. В Бэй-Эре, в Сан-Франциско очень много конкуренции. И конкуренция с такими компаниями, как Google, Facebook, Apple, они просто пылесосят людей. При этом стартапу конкурировать с теми comp packages, скажем, зарплата плюс все остальное, достаточно тяжело, потому что если cash is the king, да, which it is for a lot of people. Я полностью на английский переключил. Да-да, если зарплата ключевая, да, для многих людей, для большинства. Наличные важны, которые ты получаешь в данный момент, то нам сложно конкурировать. Мы конкурируем за счет других вещей, да, то есть у нас есть то, что называется delayed gratification, то есть мы даем такое количество опций, которые, если компания succeeds, если она становится успешной, да, то они очень-очень meaningful в конечном итоге для человека, да, то есть delayed gratification, ты получаешь эти деньги, но через какое-то время. И второе, над чем мы берем, да, это тем, что у нас все-таки импакт, который у нас происходит от того, что люди делают, и то, что они могут это почувствовать, и influence, который они могут создать тем, что они делают, намного выше. Скорость карьерного роста у нас намного выше, потому что компания постоянно растет, нам нужно постоянно больше и больше менеджеров, нам нужно постоянно больше и больше людей, которые, на самом деле, не менеджеры, но которые технические лидеры. Если конкретно смотреть с точки зрения делания карьеры, у нас получается намного лучше, намного быстрее, скажем так, чем это получается в больших компаниях. В Украине сложность заключается в том, что очень мало senior и выше уровня инженеров, которые действительно достойны. У нас происходит title inflation, то есть инженеры, мы называем синьоров тем, кто на самом деле mid-level инженеры, мы называем mid-level инженеры те, которые на самом деле junior. У нас в Украине есть из-за этой постоянной конкуренции за инженеров, народ не понимает, куда они могут вырастить. Одну из вещей, которые я очень хочу это сделать, когда у нас будет exit, я хочу, чтобы у нас был ряд инженеров, которые сделали больше, чем $1 миллион на этом деле. Почему? Потому что в Украине очень мало транзакций, которые приводят к тому, что инженеры могут зарабатывать суммы, которые life-changing, да, которые не просто зарплата идет капать, а которая может поменять всю их жизнь. Простой пример я возьму, я не знаю, я наеду на Ring или нет при этом, да, но Ring, они продались практически за $1 миллиард к Амазону. Да. У скольких инженеров там были options, с которыми они могли воспользоваться в конце? Опция – это когда человеку, кроме вознаграждения, да, ежемесячного стандартного, есть какой-то процент участия в компании, какая-то доля. И, соответственно, человек имеет возможность заработать дважды. То есть он зарабатывает ежемесячно, получая вознаграждение, и когда компания продается через 2-3-4 года, например, за $5 миллиардов, сегодня эта цифра звучала, я не знаю. И Андрей имеет в виду, что можно сразу получить выплату в $1 миллион или в пару $1 миллионов, в зависимости от того, насколько PPI
ну, будет продан, да, за какую сумму. Даже Кира, мы с ней тоже интервью, она сказала, что опцию ее не было. Я отримала гарний бонус під час продажу. Тобто не доля, це був все-таки бонус. Це був бонус. Всім ж цікаво. Ну, звичайно, звичайно. Тобто даже у Киры не было опций, да. Даже у Киры не было опций. И вот из-за вот этого люди не понимают, к чему стремиться, что есть что-то большее, чем то, что они получают сейчас свою сумасшедшую зарплату, да, по сравнению со всей остальной Украиной. Люди не понимают, к чему стремиться. И это один момент. И второй момент, который я очень хочу добиться, это то, что ребята, которые работают у нас, чтобы они начинали делать свои стартапы, успешные стартапы в Украине. Это еще один такой у меня вот есть пунктик. Я уже просто большинство инженеров, которые у нас работают, когда они уходят, чтобы они уходили не просто на другую работу или, не дай бог, аутсорсинг-компанию, а чтобы они создавали свои компании. И у нас не просто все инженеры, а все, кто работает в компании, у них есть stock options, у них есть возможность выкупить по очень низкой цене акции компании, которые впоследствии можно будет продать. Переходим плавно к вашим ценностям. Я знаю, что их 8. И если я тебя сейчас спрошу их всех назвать, то ты, скорее всего, откроешь свой телефон. Я практически все вспомню, но если мне надо будет уж точно их вспомнить, то да, я открою свой телефон. Почему 8? То есть неэффективнее было их бы 5 или 3, но которые, вы помните, не заглядывая в телефон, и б, все их помнят? Ответ на самом деле очень простой, да. Это не настолько про количество или про то, как запомнить. Я бы хотел сделать меньше, на самом деле, если была возможность. Меньше ты прав, легче запомнить. Но это не про то. Что такое values? Если мы определимся, что такое values, это не нечто, что мы пишем на стенах, да, лозунгами. Values — это functional framework. Это что-то, к чему, если у тебя есть какие-то вопросы, как поступить в том или ином случае, ты идешь назад в этот документ, в этот functional framework, и ты находишь ответы в нем на свои вопросы. Вот что такое value, да? И важнее, чтобы там были правильные ответы, которые говорят о том, кто мы как компания, как мы хотим работать, чем прямо вот держать в памяти 3 вещи вокруг этого дела. Я, конечно, коснусь следующих вещей на разных сайтах. Да, и это касается следующего. Я думаю, что ты уже понимаешь, о чем речь, да? Это вот, собственно, прошло в карантин, я понимаю, где-то в апреле, вероятно. Неделю назад было письмо от нашего CEO Олега Рогинского, что мы все семья. Я сомневаюсь, что Олег так сказал на самом деле, потому что я знаю, что вы не позиционируете себя как семью. Ну вот я просто цитирую то, что написано в этом комментарии. А через неделю 20% киевского офиса на выход. И звонок от Андрея Оксирода, что вы не работаете в People. Как прокомментируешь? Я прокомментирую, значит, я скажу несколько вещей. Во-первых, Олег бы такое никогда не написал. Возможно, это чья-то интерпретация чего-то другого. Мы не позиционируем себя как семью. Мы в этом деле согласны с тем, что делает Netflix, которая как бы famously, да, они говорят о своем culture code, и они говорят о компании как о sports team, как профессиональной спортивной команде, да, где ты you have to perform. Ты должен показывать определенный уровень перформанса, чтобы оставаться в компании, либо тебе будет лучше просто где-то в другом месте. По поводу киевского офиса и 20%, мы действительно сделали, у нас прошел ряд увольнений в апреле. Мы среагировали на то, что происходило на маркете. Вот, это было в гораздо меньшем количестве. Любое увольнение это достаточно неприятный момент. Оно однозначно затрагивает людей, которых мы увольняем. Оно однозначно затрагивает команду. С другой стороны, я хочу задать такой вопрос, наверное, больше не тебе, а к нашей audience. Где вы хотите работать? Вы хотите работать в компании, которая реагирует на то, что происходит, причем достаточно быстро, и которая в результате правильных, быстрых реакций
выживает, делает правильные решения, вырастает в миллиардную компанию и в итоге приносит огромное количество прибыли всем, да, и инвесторам, и людям, которые в них работали, и тратили огромное количество времени на это дело. Или вы хотите работать в компанию, которая считает себя семьей, которая в итоге ни рыба, ни мясо, может выплывет, может не выплывет, что там будет дальше, непонятно. Вы хотите присоединиться к компании, которая себя как бы достаточно агрессивно ведет на маркете и пробивается, несмотря на то, что у любого стартапа адс против этого стартапа. И каждый находит себе решение. Кто-то хочет спокойно сидеть возле камина, вытянув ножки, греться, иметь комфортабельную жизнь, знать, что их никогда не уволят, но при этом ничего больше не произойдет. Если вы хотите сидеть возле камина, People.ai не для вас. 100%. В Silicon Valley я говорю, ребята, если вы готовы выйти на пенсию, Google и Facebook. Все будет классно, тихо, спокойно, вы будете ездить на vacations, жизнь будет замечательна, если это то, что вы хотите. Если вы хотите научиться чему-то, если вы хотите научиться строить стартапы, если вы хотите работать как-то, если вы хотите посмотреть, как это работает изнутри, тогда People.ai будет намного более интересной опцией. Спасибо большое за ответ. Я дальше прокомментирую, что уже в июне снова на этом же источнике появилась новая информация дополнительная. Компания просто воспользовалась ситуацией и избавилась, цитирую, «погнали балласт». Откровенно говоря, когда какие-то информации об увольнениях, то в первую очередь, что интересует, ну скажем, в целом IT-комьюнити, это нет ли финансовых проблем, да, у People.ai после этого. И вот эта самая последняя информация, буквально несколько недель назад, да, то, что People.ai сделала свое первое приобретение, да, компанию Close Plan, то я могу предположить, что, во-первых, ну, деньги есть, потому что компания продолжает агрессивно расти и стратегически развиваться. И вот эта версия в июне, которую высказали вот некто на том же сайте по поводу балласта, ну, с моей точки зрения, очень сильно близка к истине. Андрей, тебе слово. Что, как прокомментируешь? Значит, ну, давай я отвечу на второй вопрос сначала. Финансово, да, действительно, мы стабильны. Мы стабильны финансово. Почему? Потому что мы реагируем на то, что происходит. Мы реагируем на маркет, мы реагируем на COVID, то, что происходит. То есть сначала было очень много неизвестного и непонятного о том, как это будет развиваться. Постепенно стало быть более понятным, что происходит. Мы поменяли свой месседжинг на маркете в связи с COVID, да, и оно как бы все заработало. Адаптируемость компании и адаптируемость людей в компании, особенно которые run the company, которые руководят компанией, она говорит об очень многом. То есть это то, что this is what you want to have, да, это то, где ты хочешь быть на самом деле. По поводу увольнений, ну, давай я скажу так. В этом есть как бы действительно правильные моменты, да, когда ты увольняешь людей, ты не будешь увольнять своих суперстарс, ты будешь увольнять тех людей, которые the weakest link. С другой стороны, нужно было бы делать это дело, если все было нормально, да, и возможно в некоторых случаях, да, это просто форсировало вещи, да, а в некоторых случаях нет. А в некоторых случаях нет, и в некоторых случаях у меня есть люди, которые я очень regret, что мне пришлось с ними расстаться. Самый финальный вопрос от меня. Это такой небольшой блиц, всего один вопрос. Кофе все-таки или виски? Кофе и виски. Кофе с виски, да. Спасибо огромное, Андрей. Вот, сегодня с нами был Андрей Аксельрод, CTO компании People.ai, одной из самых ярких звездочек на небосводе и украинского бизнеса, ну что самое интересное, американского, потому что тот темпы, с которыми People.ai растет, это прямо ракета даже по американским меркам. Так что стремитесь, анализируйте и давайте сделаем еще 10 People.ai в Украине. Спасибо.